Здравствуйте! В этом видео я покажу, как из обычной фанеры сделать необычный элемент декора – мандала зеркала с яркими стразами. Поэтапно пройдем весь процесс создания, от идеи до конечного результата. Приступим? Прокрашу фанеру акриловой краской черного цвета и матовой текстуры. Пока крашу, расскажу про подготовку. Для формирования палитры будущего изделия я выложила все краски, которые у меня были. Посортировала их в радужном порядке. Чтобы не запутаться, на дне баночек подписала очередность использования. Итак, фанерка прокрашена и высушена. Нанесем разметку. Найдем середину круга и разобьем на сектора. В качестве основы для зеркала у меня круглая фанера диаметром 30 см. Это вообще подложка под торт. Я купила ее в кондитерском магазине. Получилось 16 секторов. Примеряем, как станет зеркало. Обведем контур зеркала. Добавим дополнительную разметку. На такую идею меня вдохновил Pinterest. Зеркала, стразы я заказывала на AliExpress. Теперь перейдем к нанесению трафаретов. Они дадут нам основу для декора. Белым цветом аккуратно заполняю трафарет. Аккуратно поднимаем, чтобы не смазать краску. И каждый раз трафарет протираю, чтобы не оставлялись следы краски. Вот такой получился внутренний круг. И также трафаретом сделаем основу по краю. И теперь добавим белых точек в центре и по нижнему краю. Если вы любите рукоделие и создавать необычные вещи, подписывайтесь на этот канал, тут много необычных идей для декора. Черной краской закрашу дополнительные линии и места, где краска размазалась, и дадим высохнуть. Теперь перейдем к росписи цветными красками. Цветовая палитра будет радужная. Начнем с красного. Очень удобно, что баночки подписала и не путаюсь, какой цвет идет следующий. На примере первого сегмента покажу подробно, какие точки куда ставлю. Украшу и нижние точки, и верхнюю часть. Сам красный цвет довольно насыщенный, и на черном фоне плохо видно. Тут выручает белая подложка. Следующий цвет оранжевый и неоново-оранжевый. Теперь такой телесный или персиковый, получается плавный переход от красного к этому цвету. Теперь очередь лимонного.
На этот раз напротив, на белом фоне не очень выразительно видно, зато на черном фоне очень ярко. Следующий цвет лаймовый. Так мы делаем плавный переход к зеленому цвету. И вот сам зеленый цвет и его сосед зеленый неоновый. Теперь начинаем делать переход к синему цвету. На очереди красивый мятный цвет. Теперь беру нежно-голубой. Его опять-таки хорошо видно на черном фоне и не очень хорошо на белом. И наконец черед синего. В заключение добавим ультрамариновый цвет. Настал черед красивого лавандового цвета. Перейдем к фиолетовому цвету. Теперь добавим такой яркий неоново-розовый. И последний цвет малиновый как раз найдет свое место по соседству с красным. Вот такая красивая яркая заготовка получилась. Дадим ей высохнуть. И покроем сатиновым акриловым лаком и хорошенько просушим. Теперь перейдем к декору зеркалами. Нанесу не толстый слой клея и приклею зеркало в центр подложки. Теперь беру такие маленькие квадратные зеркала размером 1 на 1 см. Ими украшу внешний контур основы. Наношу клей и быстро приклеиваю к поверхности. Надо быстро убрать излишки и в следующий раз брать меньше клея. Продолжим до конца. Отлично, по-моему, выглядит очень круто. У меня нашлись серебряные конфетти. Кстати, для зеркал я использовала вот такой клей. Этими конфетти тоже украшу подложку. Они также похожи на маленькие зеркальца. А конфетти буду клеить клеем моментом. По-моему, уже выглядит очень красиво. Перейдем к декору стразами. На Алиэкспресс купила набор микс страз разных цветов и размеров. Клею их также на клей момент. Держу страз обычным пинцетом. Было бы намного удобнее специальный пинцет или ручка для росписи алмазной мозаикой. У меня он где-то потерялся, поэтому я взяла обычный. Вокруг основного зеркала я приклеиваю подходящие по цвету стразы наибольшего размера. Обклеивание стразами – долгий процесс. Долго искать подходящий по размеру и цвету стразик. Теперь стразами среднего размера украсим внешний край основы. Цвет подбираем снова соответствующий сегменту. И украшая стразами все сегменты круга, заканчиваем декорировать зеркало.
Если вы любите необычные идеи декора, роспись посуды, ну и просто делать красивые вещи своими руками, обязательно подписывайтесь на мой канал. Остались последние штрихи. Протрем зеркальце тряпочкой, уберем отпечатки, пылинки. Снимем защитную пленку с основного центрального зеркала. Вау! Покажу поближе. Смотрите, как круто переливается. В жизни еще более красиво. Жалко, камера не передает. Вот, еще чуть не забыла, надо приделать петельку, чтобы можно было повесить зеркало. Снова беру акриловый монтажный клей и приклеиваю ленточку. И вот результат работы. Яркие стразы красиво поблескивают. Зеркало интересно играет на свету и солнышке. Уверена, что такое зеркало станет необычным декором для любого помещения. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Удачи в вашем творчестве и пока-пока!